А вы слышали, что на большой высоте наш организм работает совершенно по-другому? А то, что из-за этого приходится готовить пересоленные блюда для самолетов. В этом видео я расскажу вам о том, какую еду подают в самолетах, где ее готовят и почему она не такая вкусная, как на Земле. Приятного просмотра! Коротко про еду в самолетах. Дорогие пассажиры видеорейса Food Fact, сегодня вам будет предложено ознакомиться с блюдами, которые подаются на борту самолета. Перед началом нашего рейса советуем тщательно подготовиться, так как от информации, которую вы узнаете, у вас могут потечь слюнки. Впервые о бортовом питании люди начали задумываться с самого появления пассажирских авиаперевозок. Первые регулярные рейсы начали появляться в 1910-1920-х годах, и уже тогда появлялись мысли о питании на высоте. Правда, в те времена была одна огромная проблема – плохие самолеты. Первые летательные аппараты были винтовыми. Они летали на небольшой высоте и очень сильно страдали от турбулентностей из-за своего малого размера. По этой причине какого-либо бортового питания в те далекие времена не предусматривалось. Рейсы из-за малой дальности полетов разбивались на этапы, каждый из которых был в разных аэродромах. Там-то и организовывали кафе и рестораны, чтобы пассажиры могли подкрепиться. Ближе к 1930 году некоторые коммерческие компании все-таки нашли решение проблемы бортового питания. Они стали предлагать своим клиентам бутерброды и напитки в термосах, а в 30-х годах самолеты стали куда более надежными. Они совершали более длительные рейсы на большие расстояния. Естественно, более длинные перелеты не могли не сказаться на комфорте пассажиров, которые, к тому же, уже побороли страх к полетам. Все больше и больше клиентов авиакомпаний начали интересоваться возможностью перекусить чем-нибудь вкусненьким. Так на борту и начали появляться первые блюда, которые приспособили к разогреву. Одной из первых в меню появилась жареная курица, а некоторые из авиакомпаний предлагали своим клиентам сигареты. После Второй мировой войны индустрия пассажирских авиаперевозок начала стремительно развиваться. На рынке стали появляться реактивные самолеты, которые предоставляли больший комфорт пассажирам. В 50-х годах в авиалайнерах повсеместно распространились специализированные мини-кухни, в которых располагалось оборудование для приготовления пищи, а также организовывались места ее хранения. В среднем стоимость перелета у всех авиакомпаний была примерно одинаковая. Из-за этого, чтобы переманить пассажиров к себе, приходилось создавать более комфортные условия. Бортовое питание стало настоящим полем битвы между разными компаниями. Блюда в эконом-классе. Перед началом обзора еды, которая подается на самолетах, я бы хотел уточнить важный момент. Существуют разные по качеству обслуживания билеты. Самые дешевые, как правило, эконом-класса. О том, какая еда подается в таких рейсах, я расскажу вам прямо сейчас. Не стоит думать, что при покупке самых дешевых билетов вас обязательно будут кормить. Есть много авиакомпаний, которые бесплатно не предложат своим клиентам даже воды. При покупке билетов сразу обращайте на это внимание. Но если в билете указано, что питание все же включено, то не ждите лобстеров, омаров и черную икру с дорогим вином. Скорее всего, это будут даже не горячие блюда по типу макарон с курицей. Обычно при коротких перелетах пассажирам выдают какой-нибудь сэндвич, напиток и шоколадку, но в случае, если перелет будет длительным, авиакомпания обязана предложить вам питание. В особенных случаях, если вы пользуетесь услугами щедрых компаний, вам могут предложить на выбор горячее блюдо. Чаще всего выбор будет состоять из 3 позиций – мясо, птица или рыба. Гарнир при этом выбрать не получится. Напитки в эконом-классе, как правило, не блещут широким ассортиментом. На выбор вам предложат сладкую газировку, например, колу, спрайт или фанту, а также горячий чай или кофе. По своему опыту могу вам сказать, не на всех рейсах можно будет попросить добавки напитка. Блюда в бизнес-классе. Для пассажиров бизнес-класса есть свои преференции. Во-первых, еще в аэропорту особым клиентам доступен бизнес-зал. В нем, как правило, расположены удобные диванчики и кресла, в которых можно с большим комфортом дождаться своего рейса.
При этом пассажирам предлагается на выбор достаточно разнообразное бесплатное питание. В самых крупных аэропортах, как правило, представлен шведский стол. Вы возразите, это же не то, зачем мы с вами собрались, но я не мог не упомянуть этот интересный факт. На борту самолета пассажирам бизнес-класса выдают индивидуальные наборы. В них входят разные средства личной гигиены, например, зубная щетка с пастой или крем для лица. В сумочку также входят беруши и маска для сна. VIP-клиентам еще перед полетом начинают оказывать качественный сервис. Вам могут предложить на выбор воду, сок, шампанское или даже крепкий алкоголь. А уже после набора высоты вам принесут первую закуску. Как правило, в нее входят легкие десерты, например, эклер и снеки. В бизнес-классе питание разделено, прямо как в ресторане. Сначала вам принесут холодную закуску, после нее горячее блюдо, а затем и десерт. Как правило, это не те простые разогретые блюда, что подаются в экономе. Вам принесут полноценное, красивое ресторанное блюдо на тарелке с железными приборами. Холодные закуски бывают самыми разными. Вам могут подать как рыбу, так и простой салат. Все зависит от вашего выбора. Для горячего также есть небольшой ассортимент. Как правило, это классическое второе блюдо с гарниром и соусом. А вот на десерт могут принести как мороженое и пирожные, так и сырную тарелку. Также, как правило, VIP-пассажирам делают небольшие приятные подарки уже в конце полета. Тут стоит вставить дисклеймер. Еда и обслуживание, о котором я вам только что рассказал, относятся к конкретной авиакомпании. У других компаний может что-то отличаться, так что не стоит рассчитывать на бокал шампанского с лососем в небе при покупке бизнес-билетов в самой дешевой авиакомпании. Блюда в самых дорогих компаниях. Ну а что там подают в случае, если у вас чрезвычайно много денег? Самые дорогие билеты всегда дают доступ к самому лучшему обслуживанию. Вам будут доступны не только удобные кресла, которые превращаются в полноценную кровать и изолированное от лишних глаз место. При перелете вам будут предложены очень крутые, вкусные и дорогие блюда. Бутерброд с красной икрой? Если вы взяли самые дорогие билеты, то забудьте о ней. Вам принесут только черную. Красная рыба с гарниром из картошки? И тут мимо. Скорее всего, вам не предложат такие дешевые блюда. Самым дорогим клиентам авиакомпании готовы предоставить наивысшее качество блюд. Крабы, омары, моллюски – все это вы сможете заказать на борту самолета каких-нибудь катарских авиалиний. А что насчет напитков? VIP-клиентам предлагаются только свежевыжатые, а не как в случае обычных пассажиров соки из бутылки. Ну и конечно же, куда без алкоголя. Если вам предложат шампанское, то будьте уверены, что один такой бокал будет стоить как перелет в эконом-классе этого же самолета. Да и возраст такого напитка может быть больше вашего. А про крепкий алкоголь и его стоимость я и вовсе молчу. Но сколько же будет стоить самый дорогой билет с таким обслуживанием? За самое премиальное обслуживание во время полета придется выложить около $80 тысяч. На этом моменте я бы хотел отметить, что за такую сумму можно приобрести свой собственный, пусть и маленький самолет. Как же все это готовят? А дальше я бы хотел рассказать вам о том, где же все-таки готовят еду для самолетов. Если вы летали эконом-классом, то, наверное, замечали, что все блюда подаются в строго индивидуальной упаковке. Даже если вам крупно повезло и стюардессы принесли вам горячее блюдо, оно все равно будет в одноразовом контейнере. А сэндвичи и вовсе запечатаны в полиэтиленовую пленку. Так где же все-таки готовят еду? На самолете что, есть своя кухня, на которой повара работают как конвейер? На самом деле в маленьких самолетах своей кухни вообще нет. Вся еда доставляется на борт во время технического обслуживания прямо перед отправлением. Помимо заправки баков с водой и топливом, проверки всех систем и загрузки багажа, на самолет также доставляют уже готовые блюда. Горячее поставляется как раз-таки в одноразовых коробках. Сэндвичи, уже запечатанные, также складируют на борту. Только горячие напитки могут приготовить прямо в самолете. Для этого в них оборудованы термопоты – большие чайники, которые всегда поддерживают нужную температуру. А как тогда блюда получаются горячие? Да все просто. На борту самолета всегда есть специальные печи, которые и разогревают уже готовые блюда.
Все, что нужно сделать стюардам, поместить тележку с едой в специальный отсек и подождать. И спустя 5 минут у вас на столике будет стоять горячий обед. У вас должен был появиться логичный вопрос. Если на самолете нет поваров, которые готовят всю эту еду, то где ее изготавливают? На самом деле существуют целые заводы, на которых и готовят все для самолетов. На таких производствах встроена целая линия. Сначала готовят гарниры в просто ошеломительных масштабах. Школьные столовые отдыхают где-то в сторонке. Затем его укладывают в индивидуальный контейнер. Туда же отправляется свежеприготовленное второе блюдо. Бокс с едой запечатывают, маркируют и отправляют в сортировочный центр, откуда он и будет доставлен в аэропорт и загружен в самолет. У многих может возникнуть правильный и очень серьезный вопрос. А что там с безопасностью такой пищи? Если на кухне повар может удостовериться качеством ингредиентов, то на заводах все готовят роботы. На производстве еды для самолетов существует просто огромное количество различных проверок. Помимо тщательных проверок всех ингредиентов, на фабриках постоянно производят тщательные уборки, а оборудование содержится в полной чистоте. Правительство строго контролирует качество продукции, выпускаемой такими заводами. В связи с этим отравиться такими блюдами просто невозможно. А благодаря упаковке и заморозке еда может храниться несколько дней. Ну и самое главное, вам никогда не принесут просроченное блюдо, так что не стоит переживать на этот счет. Но как тогда пассажирам бизнес-класса и клиентам самых дорогих авиакомпаний готовят ресторанные блюда? На самом деле на больших самолетах есть свои оборудованные кухни, а в некоторых случаях даже далеко не одна. В небольшие помещения встраивают все самое необходимое для работы повара – плиту, духовку, холодильник с морозилкой. На таких кухнях есть вообще все. Специально обученные повара готовят то, что заказывают VIP-клиенты, как говорится, из-под ножа. На самолет доставляют все ингредиенты только самого лучшего качества. Но в некоторых случаях для упрощения работы поваров овощи могут быть уже натерты или нарезаны. Сделать это на земле в разы проще и быстрее, ведь можно воспользоваться кухонным или даже промышленным комбайном. А вот в условиях небольшой кухни на огромной высоте сделать это немного сложнее. На самолетах, где подаются очень дорогие блюда, например, крабы и омары, даже предусматривают специальные аквариумы, в которых содержатся животные. Но в более простых случаях эти ингредиенты могут быть просто заморожены. Для дорогостоящего алкоголя в таких самолетах предусмотрены свои системы хранения. Например, вина перед употреблением следует хранить только в охлажденном состоянии. Для этого предусмотрены специальные холодильники. К тому же во многих ресторанах подают крепкий алкоголь в замороженной посуде. Для этого используются особенные морозилки. Они также располагаются на кухнях. В самолетах порой могут оборудовать даже полноценные бары, где будут готовиться коктейли для всех желающих. Конечно, все это доступно далеко не на всех самолетах. Например, в региональных рейсах часто используются небольшие джеты, которые вмещают около сотни пассажиров. Но в случае межконтинентальных перелетов используются огромные монстры, вмещающие до 900 человек. Именно в таких гигантских лайнерах и оборудуют самые дорогие места, которые выглядят как отдельное купе в поезде, а также полноценные кухни, на которых, не покладая рук, трудятся повара. Раньше было лучше? В конце я бы хотел рассказать вам о том, как раньше выглядели блюда в самолетах. В 20 веке бизнес авиаперевозок только развивался, при этом цены на топливо в те времена были рекордно низкими. Дело все в том, что авиационное топливо изготавливается из нефти, прямо как и обычный бензин. А в те времена она стоила сущие копейки. Из-за этого цены на билеты в среднем по палате были невысокими. Да и, как я уже озвучивал, стоимость билетов разных авиакомпаний не сильно отличались друг от друга. В те времена людям подавали еду очень высокого качества. Например, в СССР была только одна авиакомпания – Аэрофлот. И те, кто летал в 20 веке на самолетах, отмечают, что блюда, которые подавались на борту, были ничуть не хуже ресторанных. Тогда еду для самолетов готовили прямо перед вылетом, а не как сейчас на заводе за несколько дней. По сути, блюда были, что называется, с пылу с жару. Иногда стюардам даже не приходилось их разогревать. Блюда на высоте особенные.
А знали ли вы, что блюда, которые вы едите во время полета, на Земле вам могут показаться отвратительными? Дело все в том, что на большой высоте вкусовые сосочки на языке работают немного по-другому. Еда в самолете кажется менее насыщенной и пресной. Из-за этого на заводах в такие блюда добавляют избыточное количество соли, перца или соусов. Повара на кухнях точно так же пересаливают и избыточно перчат еду. Как раз таки из-за особой работы организма на большой высоте многим не нравятся блюда, которые подают в самолетах. И лично мне кажется, что даже напитки в авиалайнерах имеют какой-то особенный, непривычный вкус. Классическая Кока-Кола кажется не такой сладкой, а кофе не таким горьким. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам еда, которую вам подавали в самолетах. Сегодня вы более подробно узнали о блюдах, которыми кормят людей на авиалайнерах. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. До встречи в следующих видео и пока!